Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить о, возможно, новом хите от компании Moondrop – беспроводных ТВС-наушниках, базирующихся не на динамике и даже не на гибридной связке, а на большом магнитопланарном излучателе. При этом новинка поддерживает LDAC и LC3 кодеки, имеет активное шумоподавление, настройку по стандарту VDSF, огромный запас громкости, низкую задержку и до 6 часов работы на одном заряде. Называется же она немного странно – Golden Age 1979. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в довольно крупной картонной коробке с изображением девочки по имени Юки, фотографией внутреннего их устройства, графиком АЧХ и перечнем технических характеристик. Из важного я бы отметил отсутствие хоть какого-то упоминания о защите от воды, довольно обширный список кодеков, включая ASI, LDAC и LC3, поддержку фирменного приложения Moondrop Link, внушительное время автономной работы и большой 13-мм магнитопланарный излучатель, что, естественно, является основным козырем данной модели. В комплект нам положили документацию, короткий Type-C кабель, прозрачный чехол и набор черных силиконовых амбушюр с овальным сердечником. Заменить их на стандартные, к сожалению, не получится. Место в кейсе прямо впритык. По управлению даже не заморачивайтесь, все можно перенастроить из фирменного приложения. Ну и никаких шумов в паузах я лично не заметил, заряд они держат прекрасно, прерываний не было, задержка около 55 миллисекунд и, что особо радует, просто царский запас по громкости. Кейс по габаритам средний, с единственным индикатором состояния, кнопкой коммутации и Type-C для подзарядки устройства. Петля здесь обычная, однако вопросов к ней нет. Наушники, естественно, примагничиваются и ложатся в строго рассчитанный под них паз. Причем они полностью идентичны бюджетным Space Travel, а значит и кейсы у них взаимозаменяемы. Мне лично больше нравится не классика, пусть даже и с закосом под Walkman, а немного футуристичный такой дизайн Space Travel. Сами чашечки тут окрашены под металл и выполнены в классическом стиле Onkyo. С овальным звуководом, отверстием для компенсации, еще одним под микрофон шумоподавления, парой клемм и большим сенсорным слоем на ножке. С качеством встроенного микрофона вы можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Тестируем качество встроенных микрофонов, беспроводных ТВС-наушников Moondrop Golden Age. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас очень вальяжный по всем характеристикам импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,1%, что, как для ТВС, просто феноменально. Тут даже фаза не плавает. С затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с пологим таким заходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и акценты на 5,8 кГц для имитации ушной раковины и усиления четкости звучания. Далее идет еще пара пиков, чтобы добавить звучание воздуха и немного подчеркнуть протяженность высоких частот.
Настройка монитор делает звучание ярче, а бас-хед добавляет к этой самой мониторности низких частот. Смысла в таких пресетах, на мой взгляд, немного, так как они заметно так оттеняют всю нижнюю середину. Референс идеально. К тому же это не что иное, как классическая кривая диффузного поля, ставшая сегодня чуть ли не стандартом индустрии. Звучат же Golden Ages очень детально, прозрачно, разборчиво, но в то же время хлипко и слабо выразительно. Да, на фоне Space Travel заметен солидный такой прирост качества, но в то же время они были в акустическом смысле жирнее и насыщеннее. А здесь у нас звучание уровня Rose Technics Ceramics только на другом классе излучателей и почти в 3 раза дороже. Согласен, они здорово так отличаются. В Керамикс подача цельная, с явно выдвинутым вперед вокалом, а тут много воздуха, упор на разрешение, разделение инструментов и ширину виртуальной сцены. Но по сути это тот же самый уровень проводных наушников за плюс-минус $30. Ничего прямо-таки эксклюзивного в аудиальном плане они нам не предлагают. Да, планар ощущается, но в сравнении с Epps 350T Pro или One More TVS ANC это звучит как-то просто, без того самого тембрального объема, вовлечения в материал и приятного слуху бархатного окраса. С другой стороны, все честно и очень подробно, многим этого уже за глаза. Тем более, что тут есть LDAC и новомодный, пришедший на смену SBC кодек LC3, достойное время автономной работы, низкие задержки для геймеров и реально работающее активное шумоподавление. С посадкой только не все так здорово, как те же Керамикс, но усадить их все-таки можно. Басы, не сказать, что глубокие, однако в текстурности им не откажешь. Да и скоростные характеристики прямо зашкаливают. Серединка немного постная, очень прозрачная и более-менее мелодичная. Естественно, с уклоном в нейтральность, но все-таки. Верха слух особо не режут, сибилянтов и каких-то явных искажений здесь тоже нет. То есть все с ними в принципе нормально. Увы, без чего-то эдакого, но ценители всяких бюджетных планаров такой звук однозначно оценят. Мне же не особо понравилось. Я лично считаю, что лучше хороший динамик, чем простейший планар. Тут 350T Pro вне конкуренции, а стоят точно таких же денег. Конечно, в них нет ANC, приложения, пресетов эквалайзера и других фишечек, но сам звук однозначно дороже. Тут, думаю, кому что ближе. По стилистике наушники, на мой взгляд, абсолютно универсальны. Если вы любите немного разряженное такое с высоким разрешением звучания, это именно оно. Все инструменты узнаваемы, ничего не смешивается, широчайшая сцена и тот самый свойственный недорогим планарным решениям призвук. А так детально, сухо, мониторно, с прекрасной атакой, почти без глубины и объема, но очень текстурно и просто сверхдрайвово. Если вы ценитель магнитопланарных наушников или высокой детализации, обязательно присмотритесь. Итогом беспроводные ТВС-наушники Golden Ages от компании Moondrop лично меня порадовали качеством сенсора, сверхмалыми искажениями, довольно низкой задержкой сигнала, наличием фирменного приложения, где можно все переназначить под себя, просто гениальной настройкой АЧХ, поддержкой LDAC и LC3 кодеков, внушительным временем автономной работы и, естественно, тем, что внутри установили настоящий планарный излучатель.
К минусам отнесу громоздкий корпус, спорную посадку и отсутствие хоть какой-то защиты от воды. Да и сам планар здесь, если честно, самого базового уровня. Да, все текстурно, быстро, драйвово, очень прозрачно и сверхдетально, но без объема, тембральной массы, пространства сцены в глубину и сочного такого глубокого баса. Все скорее технично и мониторно. Если это именно то, что вы любите, можно смело брать. Ну а я, пожалуй, так и останусь на Эпс. Пусть они и без шумоподавления, и с не таким высоким разрешением. А на этом, друзья, сегодня все. Это были наушники Moondrop Golden Age. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!